Итак, с вами Тайна Мира, и в этом видео я вам расскажу, в чем секрет успеха великих людей всех времен. Этот успех в числах, и в умении правильно ими воспользоваться. Числа складываются из даты рождения человека и показывают нам то, на что он изначально способен. Числа определяют характер, поведение и внешние данные любого человека. По числам можно очень точно предсказать, как поведет себя этот человек в тех или иных условиях, в тот или иной момент времени. Мы можем очень точно определить и его привычки, и интересы, а также назвать будущую профессию этого человека. Называется эта наука матрица Пифагора, и она раскрывает весь внутренний потенциал любого человека. И это очень точный и практичный инструмент в наше время. Вот перед нами пример одного выдающегося человека. Это автор теории относительности Альберт Эйнштейн. Вот, посмотрите, что мы можем сказать только по беглому взгляду его матрицы. Ну, в первую очередь, это то, что он эрудит, интроверт, сенсорик, фрегат и генератор множества идей. Вот, взгляните на количество троек. Их у него просто запредельное количество. 4 тройки. Это просто... Ну, человек с таким количеством троек способен разгадать любую головоломку. И его призвание — это работать вот в таких сферах, как математика, физика, где он все что угодно сможет раскрыть и открыть новые законы. Плюс у него еще очень высокая целеустремленность, которая помогла ему достичь самых больших высот в науке и в его карьере. Это первая строка, и она состоит из 6 единиц. И это просто запредельное значение, потому что 5 единиц — это высокое значение, а больше 5, вот как у Эйнштейна, это уже говорит о том, что человек стремится достичь невозможного. Вот. Перейдем теперь к расчету цифр по дате рождения. Нам нужно их сложить, дату, месяц и год. Полученное число потом складываем и получаем число судьбы. Далее вычитаем из первого числа первую цифру дате рождения, умноженную на 2. Потом складываем полученное число. И теперь у нас есть все цифры для построения квадрата Пифагора. Что же представляют собой эти числа? Они в основном порядке разложены в матрице Пифагора, и каждому из этих чисел соответствует свое человеческое качество. 1 — это характер, сила воли, 2 — это энергия, 3 — это интерес к наукам, 4 — это здоровье, 5 — это логика, интуиция, 6 — это способность к ручному труду, 7 — это удача, везение, 8 — это чувство долга к окружающим, 9 — это память. Число 0 — это говорит о том, что человек гибкий и пластичный, и чем больше у него нулей, тем больше он способен к трансформациям, превращениям, так как число 0 под воздействием окружающей среды и общества превращается в любое из этих чисел. И человек, к примеру, если у него много нулей, он может сначала быть поэтом, потом вдруг станет математиком, потом вдруг танцором или оперным певцом, а потом вдруг полетит в космос и станет президентом на какой-нибудь планете далеко от Солнечной системы. Ну, а если у человека
нет нулей, то ему приходится развивать то, что у него есть с рождения. И у него нету большого выбора. Но зато при должном усердии он может это свое качество развить лучше, чем любой человек-хамелеон, то есть человек с нулями. А теперь подробно рассмотрим такое замечательное качество, как логика. Причем не просто логика, а логика программиста. Это 2 пятерки. Это такое замечательное качество, позволяющее ее обладателям за 1000 шагов обходить любую опасность. И вот перед нами 3 ее обладателя. Это Билл Гейтс, начинавший как программист, а затем ставший руководителем компании Microsoft, известный предсказатель Нострадамус и российский президент Путин, возглавляющий Россию уже более 20 лет. И это качество позволяет людям анализировать мгновенно любую ситуацию и моделировать наилучший вариант развития событий. То есть это позволяет делать всегда правильные ходы. И потому это качество очень широко распространено среди шахматистов. Вот такие примеры, как Карпов, Крамник, хотя уже у Крамника целых 3 пятерки. Это уже сверхлогика. И вот это качество позволяет ее обладателям, вот в особенности, вот как Билл Гейтс и Путин в настоящее время, они держатся в своей области уже десятки лет и не испытывают трудностей. Ну и то же самое было с Нострадамусом. Это позволило им стать известными и избежать неприятностей. Но тут еще вот что. У каждого из этих людей, и Билл Гейтс, и Нострадамус, и Путин, у них открытая жизненная позиция. У Гейтса и Нострадамуса 5 единиц. А у Путина 4. Но это тоже очень высокое значение. Это позволяет людям держаться в обществе, находить общий язык со всеми и бросать вызов и обществу, и всему миру, отстаивая свои или чужие интересы. В следующем видеоуроке мы продолжим разбирать эту тему. Преимущество матрицы Пифагора заключается в том, что она позволяет читать человека как открытую книгу. Задавайте вопросы, ставьте лайки. Всем пока.